Лохнесское чудовище – один из самых популярных и загадочных монстров планеты, так называемых криптидов, существ, которых никто не видел, но которые якобы существуют. Как можно понять по названию, оно обитает или могло бы обитать в живописном шотландском озере Лох-Несс. Чудовищ пытаются поймать уже не первый век, но пока безуспешно. Разберемся, откуда взялась легенда, какое основание может у нее быть и где лохнесское чудовище следует искать на самом деле. Лох-Несс находится почти на самом севере Шотландии. В паре десятков километров от озера уже залив и Северное море. До Глазго и Эдинбурга 150 километров на юг. У озера есть некоторые особенности, важные в контексте поиска чудовища. Во-первых, оно довольно глубокое. Средняя глубина 132 метра. Это больше, чем, например, у Балтийского моря. А еще оно крайне мутное. В окружающей почве много торфа, и в результате в лохнесской воде абсолютно ничего не видно. Очень удобно. Чудовищу есть где спрятаться. Охотникам есть где искать. История чудовища началась еще в VI веке. По легенде, тогда святой Колумба, крестивший в этих местах пиктов и скоттов, встретил местных, которые кого-то хоронили. Дело было как раз там, где из озера вытекает река Несс, впадающая потом в море. Местные объяснили святому, что на их приятеля напала некая водяная тварь и растерзала его. Святой воспринял проблему очень серьезно. Ничего из ряда вон выходящего тут не было, но если верить шотландской мифологии, практически в каждом озере обитало тогда какое-нибудь чудовище, а озер в Шотландии много. Святой Колумба велел одному из своих спутников переплыть реку, чтобы приманить таким образом вредное существо. А когда оно появилось и попыталось напасть, перекрестил чудовище и велел ему убираться, и тварь удалилась обдумывать свое поведение. Так было совершено чудо, но, как мы увидим дальше, проблема решена не была. Надо признать, что решилась она надолго. После этого случая лохнесское чудовище исчезает из легенд на следующие 13 веков. В 19 веке на берегах озера Лох-Несс пару раз видели нечто странное, но без особых подробностей. Один шотландец рассказывал, что наблюдал в воде что-то похожее на ожившее бревно. Другой божился, что ему попалось нечто вроде саламандры. Приличная теория из этого не складывалась, пока в 1933 году в ближайшем городе, в Инвернессе, в газете «Инвернесский курьер» не опубликовали материал о китоподобной рыбе. По версии журналистов, супружеская пара ехала по дороге, которую недавно построили вдоль северного берега озера, и увидела гигантское создание, похожее на кита. Это существо резвилось в воде, погружалось, ныряло в глубину, а потом снова выныривало на поверхность. Больше всего, по сообщению газеты, оно напоминало кита. Через пару недель после первой статьи редакция была завалена письмами читателей. Кто-то видел само чудовище, кто-то сообщал о подводных пещерах и таинственных течениях в мутной лохнесской воде. Пару раз сообщали, что чудовище с нехарактерной для своего размера скоростью перебегало дорогу перед автомобилем. Внешность монстра описывали более-менее одинаково. Крупное туловище, длинная шея, короче, что-то типа динозавра. 1933 год еще не кончился, а некий Хью Грей, который по счастливой случайности вышел на озеро с фотоаппаратом, увидел в воде что-то странное и немедленно сфотографировал. Монстр, видимо, не произвел на него впечатления, потому что Грей проявил снимок только спустя месяц. Фотография оказалась очень размытой, что-то на ней точно было, но вот что именно? Понять было так тяжело, что в одной из газет фото вообще напечатали вверх ногами. Предположений было много. Лебедь, выдра, собака самого мистера Грея, которая выскакивает из озера. Ну и чудовище, конечно. Публику было уже не остановить. Была объявлена награда за поимку лохнесского монстра. Ловить чудовище отправился охотник на крупную дичь по имени Мармадюк Уэзерл. Он ничего не поймал, зато нашел у берега следы неизвестного существа. И это действительно было огромное создание, которое, судя по отпечаткам ног, имело 4 пальца с когтями, а само должно было быть как минимум несколько метров в длину. К сожалению, гипсовые слепки следов попали в руки зоологам. Те внимательно изучили находку и сделали вывод. Во-первых, это были следы бегемота. Во-вторых, все следы были от правой задней ноги. Разгадка оказалась очень простой. Высушенная нога бегемота считалась в те времена модным аксессуаром. Ее обычно использовали как подставку для зонтов. Кто-то, шутки ради, прошелся с ней по берегу и оставил поддельные следы. Взбешенный Уэзерл уехал ни с чем.
под обидный хохот газетчиков. По дороге ему пришла в голову восхитительная идея. Какая именно, об этом чуть позже. Но пока он ее обдумывал, бизнесмен по имени Эдвард Маунтин решил подойти к делу системно. Маунтин нанял 20 крепких шотландских парней, выдал каждому бинокль и фотоаппарат и отправил дежурить вокруг озера. Фляжки у них, понятно, были свои. К сожалению, ничего конкретного из этой затеи так и не вышло. Из зловещей легенды история о лохнесском чудовище превратилась в фарс, в повод для шуток. Вал сообщений о том, что кто-то видел монстра, не ослабевал, но каждый раз что-то мешало его сфотографировать. Ну, или фотография была такая плохая, что там невозможно было ничего разобрать. А когда удавалось понять, что именно сфотографировано, начинались сплошные разочарования. Металлические бочки, надувные пакеты, моторные лодки. Ушлые фотографы регулярно сооружали лохнесское чудовище, из чего попало, а затем пытались это, что попало, продать в газеты, иногда успешно. Вряд ли все свидетельства были просто выдумкой. Особенность зрения и психики человека состоит в том, что мы неосознанно подгоняем видимое под то, что ожидаем увидеть. Плюс речь идет об озере с мутной водой. Игра света и тени, мелькнувший в сумерках или тумане силуэт чего-то вполне привычного, выдра, собака или лодка, достаточно увидеть что-то краем глаза, чтобы мозг достроил все необходимое. К тому же не всегда наблюдатели были в твердом сознании. Местные остряки не просто так слали обращения в газеты. Дорогие охотники, пожалуйста, убирайте за собой бутылки из-под виски. С любовью, Несси. Кстати, один из производителей виски тоже предлагал за поимку чудовища награду – 1 000 000 фунтов. И сейчас это очень большие деньги, а тогда это просто огромные. Безуспешно. Но было одно исключение. В 1934 году лондонский врач Роберт Уилсон опубликовал потрясающую фотографию. Это был действительно монстр, действительно в озере Лох-Несс. Фото Уилсона стало классическим. Скорее всего, если вы видели фотографию Несси, вы видели именно его снимок. Среди волн плывет существо с длинной шеей и маленькой головой. Фотографию купила Daily Mail, и дальше ее перепечатывали огромное количество раз. Никаких следов ретуши не нашли, и очень долго это фото оставалось единственным, зато надежным свидетельством существования Несси. После Второй мировой войны истории о лохнесском чудовище решили проверить, используя современную технику. Возникла гипотеза о том, что Несси – это чудом сохранившийся плезиозавр. Как легко догадаться по названию, этот отряд рептилий существовал в мезозойскую эру и тогда же благополучно вымер. Теория выглядела псевдонаучной, и специалисты с самого начала отнеслись к ней без восторга. Тем не менее, монстра попытались обнаружить с помощью подводных звукоуловителей, эхолокаторов и подводных фотокамер. Будь вода более прозрачной, озеро, несмотря на его размеры, довольно быстро прочесали бы. Но вода была такая мутная, что уверенный вывод мог быть только один. Если ничего не нашли, значит плохо искали. В 1975 году подводная камера зафиксировала что-то похожее на тело с ромбовидными плавниками. Фотографии оказались достаточно убедительными, чтобы публикация появилась в журнале Nature, и находка обсуждалась в парламенте. Скептики ворчали, что с тем же успехом могло быть это обычное бревно, но их опять никто не слушал. Казалось, разгадка тайны близка, и в Шотландию выехала целая экспедиция с автоматическими подводными видеокамерами, сонарами и моторными лодками. На озере обосновалась команда из 40 профессионалов, включая группу подводных фотографов. Не скрылся бы ни один плезиозавр. В итоге удалось найти немного рыб, массу бутылок, сапог, обломков лодок и, наконец, бомбардировщик типа «Веллингтон», один из 2 доживших до наших дней экземпляров этого самолета. Коллекционный бомбардировщик в 1940 году упал в озеро из-за отказа двигателя. Музейщики были в восторге. Самолет отлично сохранился. «Веллингтон» отреставрировали, и он до сих пор стоит в музее в графстве Суррей. Но вот с чудовищем все было ровно так же, как и раньше. Полный ноль. Туловище, которое сфотографировали в 1975 году, нашел водолаз в 1987. И это оказался ствол дерева. Оставалась только фотография, сделанная доктором Уилсоном в 1934 году. Единой теории о том, кем или чем может оказаться лохнесское чудовище, тоже не было. Идея с плезиозавром была, конечно, красивой, но понятно, что единственное существо своего вида сохраниться не может. Нужна популяция. А популяция никак бы не скрылась. Озеро, конечно, крупное и глубокое, но не безбрежное. К тому же должна же такая крупная тварь что-то есть.
есть, не говоря уже о целой стае таких тварей. Реальные плезиозавры жили в океанах и были достаточно большими. Плюс ко всему, в озере Лох-Несс вообще нет эндемиков, ни растений, ни животных. Как же так получилось, что там выжил один единственный древний вид? Существовала версия, что на самом деле это не плезиозавр, а гигантский сом. И самым разумным было предположение, что это мог быть крупный угорь. Угри действительно попадаются в реке Несс, и один из них, аномально крупный, мог бы послужить основой легенды. В 2019 году Новозеландский университет провел каталогизацию вообще всех живых организмов в этом озере, взяв множество проб воды. Ни плезиозавры, ни сомы, ни акулы там не бывали. А вот угри теоретически могли пугать народ. Конечно, это прозаический вариант, но теория гигантского угря, по крайней мере, объясняет довольно многое. Кто-то мог видеть большую особь, а у страха глаза велики. Наконец, стоит помнить, что озеро все же довольно специфическое. В него падают упавшие сосны со склонов вокруг. Из-за высокого содержания смолы в шотландских соснах гниение дерева в воде идет своеобразно. Бревна резко и шумно всплывают на поверхность, а форма у них действительно такая, что при плохой видимости их легко принять за чудовище. В 70-е так и вышло. За Несси приняли утонувшее дерево. Плюс рябь на воде, плюс ветер, плюс желание наблюдателей увидеть именно знаменитого монстра. Ладно, ну а как же фотография Уилсона-то? С ней получилась целая история. В 90-е годы оказалось, что она, к большому сожалению, поддельная. Скептики с самого начала задавали резонный вопрос: а точно ли на фото именно живое существо? Позднее удалось сопоставить размеры ряби на воде с размером самого объекта. Получалось, что это что-то небольшое, не больше метра, а может быть и меньше. Но это были только косвенные доказательства подделки. А потом 90-летний пасынок давно умершего Уэзералла выступил с сенсацией. Уэзералл после истории со следами поддельного бегемота пришел в бешенство и решил поиздеваться над общественностью в ответ. Он обратился к своему пасынку, который по удачному совпадению отлично умел работать руками. И тот сделал для отчима лохнесское чудовище. Основой была игрушечная подводная лодка, к которой приделали свинцовый киль для устойчивости и соорудили шею с головой при помощи шпаклевки. Доктору Уилсону эта идея мистификации понравилась. Он сфотографировал поддельное чудовище, запущенное в озеро, после чего заговорщики утопили свое творение там же, где и снимали. Так что теперь можно сказать точно: лохнесское чудовище действительно существует и действительно находится на дне озера. Только оно маленькое и игрушечное.